Как настроить фотоаппарат, чтобы получить более качественные, резкие и насыщенные фотографии? В этом уроке по фотографии я помогу вам избежать самых грубых ошибок в настройке фотокамеры, которые часто замечаю у начинающих фотографов. Самое интересное, что эти ошибки повторяются во всех жанрах фотографий. Будь то портрет, пейзаж, съемка спорта и тому подобное. Привет, меня зовут Александр Ипполитов. Мои работы публикуют такие издания, как National Geographic и Discovery. Также я основатель онлайн-фотошколы profotoscola.ru. Давайте не будем терять время, погнали. И первая ошибка – это когда люди неосознанно выбирают выдержку. Из-за этого можно получить либо менее живой и интересный снимок, либо вовсе бракованный. Давайте рассмотрим несколько примеров. Здесь я снимал ручей в лесу и хотел показать динамику воды. На этом снимке выдержка слишком длинная, и вода в ручье сильно размылась и потеряла всю текстуру. Выдержка здесь была 3 секунды, а полные параметры съемки под фотографией. На этом снимке выдержка короче, и вода имеет текстуру, но динамика воды отлично читается. Лично я предпочитаю вторую фотографию, потому что вода выглядит как вода, а не как расплавленный пластик. Здесь я использовал выдержку 1/2 секунды. Когда я начинал заниматься фотографией, для съемки ручьев и водопадов я накручивал на камеру ND-фильтр и снимал с длиннющей выдержкой более 30 секунд, размывая воду в пар, не раздумывая даже, зачем я это делаю. Теперь я более осознанно подхожу к выбору выдержки. Я не говорю, что размыть воду в пар при помощи длинной выдержки всегда плохо. Здесь все зависит от задумки и композиции. Вот в таких случаях длинная выдержка вполне оправдана. Здесь это придает снимку особое настроение. Важно быть осознанным в своих художественных решениях. Также разберем пример неосознанного выбора выдержки при съемке людей. Снимая портрет, важно понимать, что выдержка должна быть такая, чтобы снимок получился резкий, без смазов. А вот что может повлиять на смаз? Смазать кадр могут два фактора. Первый – это движение модели в кадре. И второй фактор – это движение камеры в ваших руках. Так как же выбрать выдержку для такого случая? Во-первых, нужно рассчитать минимально допустимую выдержку, чтобы камера не тряслась в ваших руках и не давала смаза. И эта выдержка будет зависеть от объектива, который вы используете, а точнее от его фокусного расстояния. Безопасная выдержка будет равна единице, деленная на удвоенное фокусное расстояние, при условии, что у вас нет болезни Паркинсона. Например, снимая с фокусным расстоянием в 50 мм, безопасная выдержка будет равна 1/100 секунды или короче. А теперь самое интересное, а если модель движется? То здесь будет все зависеть от того, как быстро она движется. То есть выдержка будет подбираться индивидуально. Но есть некоторые стартовые значения, от которых можно плясать. И это 1/100 секунды для неподвижных целей, 1/500 секунды для играющих детей, 1/1000 секунды и короче для профессиональных видов спорта. Не забудьте к этим значениям сделать поправку на фокусное расстояние объектива. И также не забывайте, что для контроля выдержки нужно использовать либо режим приоритета выдержки, который обозначается как ТВ или как S, или же ручной режим. Следующая ошибка – это игнорирование одной важной и полезной настройки, которую нужно использовать при съемке в полуавтоматических режимах, таких как режим приоритета выдержки, приоритета диафрагмы и программный режим. Вкратце опишу суть проблемы. Ваша камера в большинстве случаев замеряет экспозицию и вносит коррекцию в настройки таким образом, чтобы все, что находится на темном фоне, было видно на снимке. Камере плевать, что из ограниченного динамического диапазона у нас выгорит до бела небо, пропадет фактура облаков, исчезнут красивые тени, делающие снимок объемным, но зато мы получим вот такой белесый кадр, на котором видно все, что могло затеряться. Так какая настройка нас спасет? Это самая простейшая настройка из разряда «поставил и забыл». Всем ученикам в нашей фотошколе я всегда даю этот важный совет. И только применив его, они начинают получать более качественные фотографии. Кстати, если вы хотите научиться получать крутые пейзажные и портретные фотографии, то ждем вас на нашем курсе «Я фотограф», где мы вас за руку доведем до первых отличных снимков. Получите все важнейшие знания по фотографии, которые я объяснил самым простым языком. Выполняйте практические задания, где либо я, либо один из наших преподавателей будет указывать на ошибки и недочеты. И станьте фотографом, делающим прекрасные снимки, и превратите хобби в работу. Успевайте поступить на курс с хорошей скидкой. Ссылка в описании к этому видео. А мы продолжаем. И этой настройкой управляет функция экспокоррекции. Почему она так важна и как ее правильно использовать, чтобы получить более качественные фотографии? Итак, я всегда рекомендую делать поправку экспозиции в минус на 1 или 2 ступени. Это даст сигнал вашей камере не досветить кадр.
И он будет выглядеть вот так. Выглядит темновато? Да, многие скажут, что экспозиция такого кадра неправильная, темная. Я считаю вот такую экспозицию идеальной. Ну а многие удивляются, почему. Объясняю. На этом снимке сохранились глубокие тени и нет пересветов в небе. А это то, что нам нужно. И не важно, что на переднем плане детали провалились в тень. При съемке в формате RAW мы без труда сможем вытянуть информацию из теней при проявке RAW файла. Но вот если мы пересветим кадр, то вытянуть информацию из цветов будет крайне трудно, а порой даже невозможно. Даже если вы снимаете в формате RAW. Вот такой простой трюк, спасший множество фотографий. Следующая ошибка – это неправильные настройки фокусировки. Когда вы доверяете камере выбрать точку фокусировки за вас, то велика вероятность, что камера выберет не ту точку, которую вам нужно. Сколько там в вашей камере точек фокусировки? В моей очень много, но я никогда не использую их все вместе. Чтобы избежать промахов по фокусу, для съемки пейзажа я использую только одну точку – центральную. Центральная точка фокусировки самая точная, потому что по краям искажение объектива больше, чем в центре. Далее я фокусируюсь на нужной точке сцены, нажав кнопку «Спуск» до половины и при необходимости перекомпоновываю кадр. То же самое при съемке портретов. Когда снимаю портрет, использую также одну точку по центру, фокусируюсь на глазах. И далее при необходимости перекомпоновываю кадр. Но если фотосессия оживленная и модель двигается, то включаю автофокусировку с определением лица. И обязательно перевожу автофокус в режим AI Servo. Это так называемый следящий режим. Ваша камера он может называться немного иначе. Но здесь есть нюансы при использовании такого следящего режима. В сложных световых условиях, например при съемке против солнца, точность автофокусировки может снижаться. Также качество следящего автофокуса с определением лица может быть разным. На разных марках и моделях камер, а также на разных объективах. А на устаревших камерах такой автофокусировки и вовсе нет. Поэтому не забывайте про самый точный одиночный автофокус по центральной точке. А сейчас рассмотрим нюанс, который может быть полезен многим начинающим фотографам. Почему-то много раз замечал, что начинающие фотографы спрашивают, почему их фото размыты, не понимая причины. В основном они не могут отличить банальную шевеленку с промахом по фокусу. Если для борьбы с шевеленкой нужно сделать выдержку короче, часто при этом нужно либо открыть диафрагму шире, либо увеличить ISO, то с промахом по фокусу нужно бороться выбором правильной точки фокусировки. А обнаружить промах по фокусу в большинстве случаев несложно. Приблизьте фото и поищите область, которая попала в резкость. И это покажет, что вы просто промахнулись. Следующая ошибка – это боязнь или игнорирование высоких значений ISO. Принято считать, что в цифровых камерах нужно ставить настолько низкое ISO, насколько это возможно. Это связано с тем, что при высоких ISO появляются шумы. И чем старше ваш фотоаппарат, тем страшнее и ужаснее будут шумы на высоких ISO. Современные цифровые камеры могут снимать с удивительным качеством при высоких ISO, будь то 800, 1000, 1600, 3200 и даже 6400 единиц для топовых моделей. Шумы меньше заметны, чем раньше, и выглядят более приятно. Кроме того, программные алгоритмы шумоподавления достигли нового уровня и позволяют довольно успешно бороться с шумами. Например, в последней версии Adobe Camera Raw стоит очень эффективный и качественный шумодав, как и в DxO Pure последней модели. Все это изменило наши возможности в съемке. Если при съемке на штативе вы можете себе позволить низкое значение ISO, то во время съемки с рук часто его необходимо значительно увеличить. При съемке с открытыми диафрагмами я обычно использую следующее значение ISO. При солнечном свете 100-400 единиц, 800-1600 единиц для съемки в сумерках синего часа и в диапазоне от 3200 до 6400 для съемки с рук ночью. Если вы не работаете в ручном режиме, а снимаете в одном из режимов приоритетов, то не используйте настройку Auto ISO. Лучше устанавливайте либо какой-то ее диапазон, либо точное значение ISO. Это также поможет избежать испорченных фотографий. Эта ошибка не связана с настройками камеры, а связана с компоновкой кадра. Но я ее считаю очень грубой ошибкой, которую часто допускают мои ученики. Итак, следующая крупная ошибка, которую я вижу, когда даю обратную связь по фотографиям, заключается в том, что люди не обращают внимания на края своих снимков. Запомните это правило: держите края кадра свободными. Старайтесь избегать сильно обрезанных элементов на краю кадра. Часто вот такие обрезки остаются по краям, обязательно отрезайте их.
Если кадрирование испортит снимок, ретушируйте их в Photoshop или другом редакторе, которым вы пользуетесь. В идеале вообще старайтесь не загружать края кадра. Это не будет отвлекать от главного объекта, а значит ваш снимок будет качественнее и интереснее. Раз уже разговор зашел об удалении мусорных элементов с краев кадра, удалите также отвлекающие и мусорные элементы из самого кадра. Нынешние инструменты с заливкой учета содержимого или инструменты, использующие нейросети, хорошо могут очистить кадр от мусора. Все это сделает ваши фотографии более дорогими и качественными. Ну а на этом все. Пока.